Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня хочу показать, как из подручных средств можно сделать аварийное освещение, либо освещение для вашего кемпинга. Итак, что нам нужно? Нам нужен кое-какой инструмент. Я считаю, что у каждого, кто увлекается активным отдыхом в виде кемпинга, такой инструмент, скорее всего, найдется. Еще нам пригодятся бокорезы, возможно ножницы, небольшой отрезок провода и две шайбы. А, Это такой минимальный набор. Почему именно такой набор? Потому что, ну, как правило, привыкли, что освещение мы можем получить либо от 220, либо от пауэрбанков, либо от автомобильного аккумулятора. Но забываем о том, что у большинства мужчин в нынешнее время, ну, скорее всего, в хозяйстве присутствует какой-то электроинструмент. Вот аккумуляторы этих инструментов мы будем использовать в качестве элементов питания. В данном случае я буду проводить эксперимент на аккумуляторах 20 вольт и 10 вольт. Конечно, самый простой вариант, если после ремонта у вас сохранились какие-либо там LED ленты, которыми вы декорировали, например, кухню. Что нам нужно сделать? Берем, зачищаем провода. Все буду делать сегодня, ну, в принципе, непрофессиональным инструментом, для того, чтобы те, кто захотят повторить, могли это сделать без использования каких-либо специальных инструментов. Закрепляем на концах провода шайбы, с помощью которых мы будем запитываться от аккумулятора. Синий провод у нас будет минусовым, коричневый провод будет плюсовым. Смотрим на аккумуляторе соответствующие разъемы, плюс и минус. Плюс к плюсу, минус к минусу. Также, соответственно, подключаемся и в LED-ленте. Все работает, номинал ленты достаточный, 12-вольтовая лента была, и 10-вольтового аккумулятора хватает для нормального освещения. 10-вольтовый аккумулятор содержит в себе три элемента 18650, они соединены последовательно. Ну, в принципе, можно элементы соединить также последовательно и использовать без корпуса аккумуляторной батареи. Вот такой вот вариант получается. Можно все зачистить, при желании можно спаять это все, заизолировать. То же самое сейчас проверим на 20 вольтах. Работать будет, но напряжение несколько высоковато для такой ленты. Соответственно, лента долго работать не будет. Она будет сильно нагреваться и может сгореть. Ну, вот что, собственно, и произошло. То есть, чтобы понизить напряжение на ленте, нужно в цепь добавить еще какую-то нагрузочку. Это такой самый простой первый вариант. Второй вариант.
Сейчас во многих квартирах используют в качестве освещения точечные LED светильники, которые часто выходят из строя по причине перегорания блока. Но сама LED-пластина, она работает, диоды целые остаются. Сейчас, чтобы долго не рассказывать, не тратить ваше время, покажу, что можно с нее получить. Вот с такой лампы была получена лампа на 10 вольт. Сейчас покажу, как она работает, а потом расскажу подробнее. Так работает лампа от аккумулятора 10 вольт. Что было сделано? Показываю. Открываем, вскрываем крышку, рассеиватель. Принцип переделки простой. Смотрим, на установлена LED-пластина на 75 диодов. Они соединены в 3 линии по 25 диодов. Соединение идет последовательно параллельно. Разбивая на группы эти светодиоды, соединяя их параллельно, мы получаем лампу, которая будет работать от 10 вольт. Также опытным путем можно подобрать необходимые группы для работы от 20 вольт. Такой светильничек можно использовать дома, как аварийное освещение от аккумулятора, или в кемпинге. Что нужно сделать? Как мы можем сделать на скорую руку светильник из перегоревшего на 220, переделать его на 20 вольт? Все делается без использования специальных инструментов, мультиметров, тому подобному. Сначала отрезаем уже ненужный сгоревший блок. Дальше соединяемся либо с минусом, либо с плюсом. И будем вторым проводом подбирать необходимое количество диодов для освещения. Чтобы добиться нормальной яркости. Как видите, я не использую никаких специальных инструментов. Все делаю в режиме реального времени. Чтобы это можно было сделать любому человеку при желании, фактически на коленке. Конечно, при желании и по возможности места соединения лучше дополнительно пропаять. Тем более сейчас есть много моделей беспроводных автономных паяльников, работающих на газу, либо от аккумулятора. Значит, вот мы соединили минус с минусом. И дальше смотрим, как соединены диоды. Идут они по пару. 3 и дальше отсчитываем группа по 3 штуки диодов. Нужно найти ту группу, при которой освещение будет максимально эффективным.
Давайте прикинем, наверное, 5 групп по 3 диода и сделаем проверочку. Для этого нужно будет зачистить защитный слой. Там будет идти медная подложка под ней. И к ней плюсовым контактом подсоединяемся. Вот видим, что светодиоды светятся, но свечение слабое. Соответственно, нужно убрать небольшую вот эту нагрузку. Ну, допустим, минус одна группа из 3 диодов. Мы ее сейчас уберем. Проверяем. Вот, достаточно нормальное свечение в качестве аварийного освещения, а если еще и закрыть рассеивателем, то достаточно будет света. Можно подпаяться, закрыть крышкой, подписать лампу, что это 10 там, вольт, и отложить в сторону, и отдельно делать светильник на 20 вольт. Ну, мы сейчас из этого светильника сделаем аварийный свет на 20 вольт. Теперь мы подсоединились к плюсу, чтобы идти с обратной стороны, искать группу. В принципе, можно вывести 2 провода там, разных цветов, подпаявшись с одной стороны для 10 вольт и с другой стороны другим проводом для 20 вольт. Соответственно, там подсоединяться по-разному. Вот, нашли точку для достаточного свечения от 20 вольт. Ну, теперь мы зафиксируем и сделаем этот LED-светильник, чтобы он у нас был готов для работы от 20 вольт. Проведем некоторые паяльные работы, закроем крышечкой. Было уже готовое изделие. Я работаю вот таким паяльничком, который работает от аккумулятора такого же 18650, который идет внутри аккумулятора для инструментов. Немножко дольше им приходится работать, потому как есть время разогрева, составляет, по-моему, в этом блоке 10 секунд. То есть ну, это сделано для того, чтобы защитить от перегрева аккумулятора. Паяльничек у нас уже нагрелся. Сейчас зачистим жало. Для ускорения процесса пайки, облегчения воспользуемся паяльной кислотой. Заводим провода на LED-пластину. Старый провод плюсовой отпаяем, чтобы на его место припаять новый плюс.
рисуем дополнительное место пайки на самой плате. Всю плату мы не будем использовать, нам достаточно этого сектора. Но если есть желание сделать полноценный светильник, можно также, разбив на сектора, спаять все вводы-выводы параллельно, и будет полноценный светильник. Паяем теперь плюс плюсовому вводу. Минус к подготовленной точке на плате. Теперь заправляем провода под плату и проверяем. Плюс к плюсу, минус на минус. Все работает. Закрываем теперь рассеивателем. И вот видите сами, вполне самостоятельный полноценный светильник получается. Ну, кроме того, что если перегорит в данном секторе диод, то можно использовать следующий сектор. И вот, а вот так работать будет полноценно вся плата от 10 вольт. Яркости более чем достаточно для освещения как дома, так и в кемпинге. На этом все. Надеюсь, что видео будет полезным для тех, кто хочет и может что-то делать своими руками. Пользуйтесь. На сегодняшний день, к сожалению, такая ситуация, что часто отключают свет, поэтому я думаю, что такой совет будет полезен. Подобрать элемент освещения можно к любому элементу питания, достаточно вспомнить школьный курс физики. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.